Привет, друзья! Привет всем, кому нравится подводный мир и мои рассказы. Сегодня я расскажу про каракатиц. Каракатицы – это головоногие моллюски. Они обитают в неглубоких тропических и умеренных прибрежных водах, обычно мигрируя в более глубокие воды зимой. Вот почему многие дайверы удивляются, что в прошлую поездку они видели каракатиц на определенном дайв-сайте, а спустя полгода приехали, а их нет. Это уникальное животное, обладающее памятью и интеллектом. У каракатиц есть плавник вокруг их тела, который выглядит как юбка. Они используют его для плавания. Когда необходимо резкое ускорение, они быстро сжимают плавник, вытесняя в воду и создавая реактивное движение. При угрозе каракатицы, так же как и осьминоги, могут выпускать чернила, называемые сепии, создавая облако, которое сбивает с толку хищника и позволяет каракатице незаметно уйти. Если она понимает, что от незнакомого существа не исходит опасность, то она может проявить любопытство и познакомиться поближе, что как раз и произошло вот сейчас на этом кадре. Но самое неожиданное и интересное, к сожалению, в кадр не попало, когда каракатица дотронулась до моей маски и потрогала своими щупальцами мое лицо. Я считаю, что это высшая степень доверия животному. У каракатицы 3 сердца. 2 сердца предназначены для перекачивания крови к большим жабрам, а 3-е сердце используется для циркуляции оксигенированной крови, то есть обогащенной кислородом крови. Кровь каракатицы имеет необычный сине-зеленый оттенок. Точно такая же кровь есть и у осьминогов. Давайте поиграем в загадку. Отгадайте, сколько щупалец у каракатицы? Конечно, можно легко посчитать, глядя на нее в этом кадре. На 2 щупальца она опирается, и сколько еще? Вы уверены, что 8. А вот и нет. Вот еще 2. Они называются хватательные и спрятаны возле ротового отверстия. Каракатица выстреливает ими в сторону жертвы и быстро втягивает обратно. Итого получается 10 конечностей. Поскольку используются эти конечности для различных задач, их чаще называют все же руками, чем ногами. А вот эта стойка на 2 конечностях говорит о том, что животное находится в состоянии охоты и одновременно пытается прогнать непрошенного гостя. А такое поведение вам ничего не напоминает? Глядитесь внимательно. Она как будто маленькая собачонка лает на меня и пытается прогнать. Не получилось. Я не испугался. Значит, лучше удалиться самой. Каракатицы одинаково успешно охотятся как за плавающими организмами, так и за неподвижными донными животными. В первом случае, обнаружив движущийся объект, который попал в поле зрения, каракатица начинает медленно и осторожно поворачиваться в его сторону, так что ее голова и ловчий аппарат нацелены прямо на объект. Жертвами чаще всего оказываются креветки. Питаются каракатицы в основном ракообразными мелкими рыбами. У них острый, как бритва, клюв, похожий на клюв попугая. Этот клюв скрывается за щупальцами, что позволяет каракатицам питаться твердыми панцирными животными, такими как крабы. Каракатицы имеют поистине впечатляющее зрение. Они способны видеть то, что находится у них сзади. Каракатицы могут хорошо видеть в условиях низкой освещенности, а также могут обнаруживать поляризованный свет, усиливая его восприятие. Глаза каракатицы очень большие в пропорции ко всему телу и могут увеличивать изображение на сетчатку. При этом V-образный или U-образный зрачок помогает контролировать интенсивность света. Считается, что каракатицы умнее, чем большинство человеческих детей. Исследованиями Королевского общества установлено, что одномесячная каракатица может легко отличить коробку с 4 креветками от коробки с 5 креветками. Напротив, однолетний ребенок может только определить разницу между 1 и 2 предметами, или 2 и 3, но не больше. Я тоже считаю, что эти животные имеют разум. Мне неоднократно доводилось встречаться с каракатицами, которые проявляли ко мне интерес, и причем их поведение было таким, что они изучали или даже сканировали меня, определяя, стоит ли знакомиться ближе или нет.
благодаря пульсирующему плавнику, расположенному вдоль тела, создается впечатление, что этот головоногий моллюск как будто бы парит над дном океана. Мне вообще кажется, что вот сейчас каракатица похожа на какую-то инопланетную сову с огромными глазами, которая вышла на охоту, и берегитесь все, кто попадется на ее пути. Нельзя не отметить, что эти головоногие искусные мастера маскировки. Ученые подтвердили, что маскировка этих моллюсков зависит от многочисленных параметров: контраста, яркости, размеров и формы объектов, мест, на фоне которых находятся головоногие, и многие другие. Информацию об окружающей среде осьминоги и каракатицы получают благодаря сложно организованным глазам, но при этом считается, что они не могут различать цвета. Они легко имитируют, к примеру, песчаное дно. Каракатицы, как и большинство головоногих, лишены внешней раковины и выглядят мягкотелыми. Однако раковина у них есть, но находится она внутри их овального тела и имеет соответственно овальную форму. Самое удивительное, что используется эта раковина как средство контроля плавучести. Для этого она заполнена пористым веществом, которое легче воды. Очень много можно рассказывать про этих удивительных существ, но самое незабываемое – это, конечно, встреча с ними. Друзья, дайвинг дает нам возможность оказаться внутри неизученного мира. Так что, если у вас есть желание и возможность, исследуйте его и делитесь, как я, своими наблюдениями. Я жду от вас комментарии под этим видео и не забывайте подписаться, кто еще не подписался. Удачи и всего хорошего!